Довольно любопытная ситуация. Силовики не смогли доказать, что, вот определенный человек, что он совершал преступление, поэтому они доказывают, что он, в принципе, его мог совершить, поэтому посадить его уже есть за что. И если вы думаете, что это какой-то трэш и ирония, хотя возможно ли такое еще на сегодняшний день думать, но тем не менее, новая газета «Европа» публикует довольно любопытную историю. Силовики не смогли доказать, что Мария Бонцлер передавала Украине секретные сведения, теперь ее будут судить за саму возможность передачи. То есть могла, значит виноват в конце концов. Хотя мне кажется, как вот от нее, если пойти вверх по вертикали власти, только по этому принципу всех и сажать. Ну а если мест не хватит, мораторий снять, чтобы не перегружать, так сказать, пенитенциарную систему. Но это, конечно же, уже ирония. Давайте разберемся. Следствие по делу адвоката Марии Бонцлер, вероятно, завершилось. Сейчас она знакомится с материалами дела. Об этом сообщил журналист Константин Рожков. Заметили это в 7 на 7. По его словам, обвинение в госизмене строится не на передаче секретных сведений, а на том, что Бонцлер якобы имела возможность их передать. Что, конечно же, совершенно непростительно, добавляю я от себя. Цитата. «Несмотря на множество экспертиз, заказанных следствием, ее госизмена, в кавычках, состоит не в том, что она передавала врагу какие-то суперсекретные сведения, а в том, что имела возможность», рассказал Рожков. Слушайте, когда спецоперации затягиваются, вообще много всего странного может происходить. Вот Трампу в этом смысле проще. У него к тому моменту, когда люди проснулись, чтобы высказать свое отношение к специальной военной операции, Дональда Трампа, у него спецоперация уже закончилась, потому что она у него длилась 40 секунд. Да, я по поводу Мадуро. А вот здесь, когда она растягивается на годы, то, понимаете, много всяких дополнительных вопросов, которые вообще не знаешь, как какие-то сведения, какие-то диверсанты, какие-то разведчики выдают местоположение чего-то. Ребята, спецоперации не бывают долгими, вы вообще о чем? Спецоперация это 40 секунд, ну хорошо, бывает намного дольше, 45. Здесь укладывается много всяких событий. Тем не менее, в чем обвиняют женщину? По версии следствия, Бонцлер переписывалась в Телеграм с человеком, как она могла, которого силовики называют сотрудником СБУ. Силовики его называют, а он себя как-нибудь называет, он вообще есть. Он так же, как в деле Долиной мошенники, которых нет. Ну, как бы есть, а в общем нет. Главное, чтобы стырить денег, да, это, по крайней мере, у Долиной деньги так и не нашли. Она рассказала про мошенников, и все. И все. И самое интересное, что она сообщила, что дело закрыли. Это очень важный пример, потому что вот так вот ведутся следствия, я не знаю, на Эрете так же. Что-то из пальца, из носа выковыривается, пережевывается, надуваются пузыри вот эти самые замечательные зеленые. И что-то такое рассказывается о том, что кто-то где-то, наверное, есть. То ли мошенник, то ли сотрудники СБУ. Ребят мои дорогие, вы вообще в курсе, что юриспруденция, что это наука, что это все это доказывать надо? Это просто феноменально. И якобы передавала сведения о сотрудниках силовых структур, стоявших... Еще раз, я по поводу Долиной. Долина сказала, что все дело закрыто, я могу об этом говорить на федеральном канале. Дела не закрываются, если мошенники не найдены. То есть, либо что-то очень сильно поменялось. А это уже вообще не юриспруденция, это вообще уже не закон, не адвокатура, это вообще не пойми что. Как можно закрыть дело, если не найден тот, на ком основано все дело? Если вы не найдете конкретного сотрудника, вот СБУ пусть будет, в данном случае возвращаясь к этому делу, его фамилию не назовете, не знаю, не подадите его в розыск, то есть чтобы он был организатором какого-то события, каких-то действий. О чем вообще идет речь? Я еще раз, друзья мои, попробуйте понять, что это совершенно одно и то же. Я не знаю Бонцлер, я не изучал ее дело, но я внимательно отслеживал порядка 2 лет практически дело Долиной. Под каждую новость. С самого того момента, когда она взяла и не отдала квартиру. И меня просто поражало, потому что я следил, появятся ли мошенники. Потому что вот эта привычка говорить, какие-то мошенники пенсионерку обманули. Поймали какого-то курьера, вот это мошенник. Это не мошенник, это исполнитель. Без мошенника и исполнителем нельзя называть исполнителя. И не находят, или не ищут, не знаю. И это уже входит в привычку. Почему появилась схема Долиной? В этом суть. Говорить о том, что есть мошенник, и не доказывать этого. И в результате все этим воспользовались. Все начали отыгрывать старые сделки, говоря, что есть мошенник. Больше того, для большей убедительности говорят, что мошенник в Украине. А дальше, в стойку тут же встает силовая структура, ничего не проверяет, и просто безумие дальше начинается. Полстраны обманули, и сейчас это схема Долиной, 100%. По схеме Долиной вешают какого-то сотрудника СБУ, я не знаю, может быть он есть, известный, тогда его надо называть. Якобы передавала сведения о сотрудниках силовых структур, ставшие ей известны во время адвокатской работы.
Ничего не доказывает. Просто это схема дольной 100%. По самой внутрянке, по сути своей. Давление. Изначально Бонслера обвиняли в тайном сотрудничестве с иностранным государством, однако в марте ей заменили статью на госизмену. Таким образом, ей грозит до 20 лет заключения за то, что кто-то придумал какого-то участника всего этого дела. Или организатора, я не знаю, кто организатор. Без организатора нету события. Следствие еще в прошлом году угрожало Бонслер переквалифицировать обвинение на более тяжкое. Обещали, возьмем сейчас переквалифицируем. Дурдом. Если она не даст ложные показания против своего коллеги. Все, это преюдиция. Ее хотят раскрутить, чтобы она на кого-то наговорила. Могут прогнать по упрощенке. Ну, слушайте, уже просто ничего нового. Ну, наверное, я предполагаю, конечно, прогонят по упрощенке, ее там отпустят, а на нее так фургала сажали. Какого-то кренделя взяли, вообще хрен знает кого с горы. Ну, какого-то его знакомого там. Тот дает показания по упрощенке, значит, не требуется доказательств. Он просто в суд приходит такой, какую-то хрень наплевал там, это самое, в лицо судье уважаемому. И все. Ему там, допустим, сотрудничество со следствием, иди домой. Вот. А то, что он сказал, в следующем суде не перепроверяется, если это было принято предыдущим судом, который ничего не проверял, потому что по упрощенке. Вот и вся схема. Многоходовочка такая. И если она что-то скажет, то тот, про кого он скажет, но она, видимо, в курсе таких дел, а того просто посадит, уже ничего не доказывая. Не знаю, что там суть, но напоминает. Почерк закон. Таким образом, ей грозит до 20 лет заключения. Следствие еще в прошлом году угрожало Бонслер переквалифицировать и так далее, если против коллеги ничего не скажет. В СИЗО ей систематически отказывают в медицинской помощи, ограничивают доступ к питьевой воде и адвокатам, а также намеренно подвергают издевательствам. Во время одного из судебных заседаний в октябре у Бонслер случился гипертонический криз, но скоро отказалась к ней ехать. Безумие какое-то просто, это очень серьезная вещь. Что известно о правозащитнице, Мария Бонслер, одна из немногих адвокатов в Калининграде, которая защищала политзаключенных, включая Игоря Барышникова. Вот, собственно говоря, и вся суть басни о том, как работает правоохранительная система. Правоохранительной системы главарь обычно называется президент, глава исполнительной власти. Хотелось бы услышать главу, что он об этом думает, и вообще, как он нахрен это все делает. И вообще это все надо как-то чинить, как мне кажется. Начиная от Долиной, ну и заканчивая Бонслер, ну и вообще всеми людьми. Всеми, кого кинули по этой схеме, не найдя ни копейки, что наталкивает уже на размышление, что мошенники находятся как-то... Где-то они находятся, но, похоже, не там, куда нам тыкают пальчиком все время. Впрочем, друзья, это лишний раз подтверждает, что берегите себя, будьте крайне осторожны. То есть, кто во что, это просто уже незаконно дышло полнейшее. Кто куда хочет, кто туда и крутит. И обратите внимание, я эту Бонслер даже не знаю. А почерк узнаю. Сплошь и рядом. Одно и то же. И пытаются политизировать. Еще раз обращаю ваше внимание, я не знаю, кто это. Да и специально не стал интересоваться. Чтобы не политизировать. Я располитизировал, и как вам картина? Нормально? Спокойно живется? Вот такая фигня. Вдвойне будьте осторожны. Вот такая фигня.